Всем привет, друзья! С вами художник Хелен Ши. Ну что, для тех, кто смотрит мое видео впервые, хочу сказать, что я недавно совсем переехала с семьей в Италию, и так случилось, что мы попали в карантин. Dovete assolutamente rimanere a casa, non dovete uscire per motivi stupidi e futili, né andare a trovare parenti, amici o vicini di casa. Sfruttate la consegna a domicilio per generi alimentari e farmaci. И вот я сейчас хочу вам рассказать о том, что мы уже 25 дней с 5 марта находимся на карантине. И если первую неделю мы как-то еще были бодрячком и понимали, что скоро это закончится, то на сегодняшний день хочу сказать, что прогнозы какие-то неутешительные, потому что непонятно, когда это закончится, непонятно, насколько это долго, потому что источники разные говорят. Кто-то говорит, что мы зависли до мая в своих домах. У нас официально мы, по идее, 6 апреля должны уже выйти из карантина, но пока еще никто нам не сказал, что не подтвердил это. Давайте я вам расскажу про ситуацию в моем регионе, потому что до недавнего времени, когда нам только ввели карантин, у нас не было ни одного зараженного, ни одного умершего. В общем, наш регион Абруццо был, скажем так, мы находимся на юге, и у нас не было красной зоны. Но на сегодняшний день так случилось, что по какой-то причине, я даже не могу объяснить по какой, но количество заболевших, количество умерших возрастает с каждым днем все больше и больше. В моем регионе, если на момент карантина не было ни одного ни заболевшего, ни умершего, то на сегодняшний день у нас статистика говорит о том, что у нас 1200 человек заболели, и из них какое-то количество умерли. Лично в моем городе до вчерашнего дня не было ни одного, но вот сегодня я прочитала новости, что один беспечный молодой человек гулял и принес в свою семью вирус, а в семье у него помимо него есть мама, папа, еще старенький дедушка, который заболел и лежит сейчас в больнице. Хочу отметить, что наш мэр, Синдак, в Италии мэров называют Синдак, самостоятельно приезжает теперь в эту семью и привозит им лекарства, чтобы они не выходили никуда, потому что вот они в этом плане очень ответственны. Если вы видели ролики в интернете, как итальянские мэры разных городов и провинций призывают сидеть дома, но мне кажется, это не работает. Почему? Молодежь считает, что вирус не для них, и они не могут заболеть, но они не понимают, что они могут быть разносчиками этого вируса. Во-вторых, они не могут сидеть дома. До конца некоторые итальянцы просто-навсего гуляют, и можно увидеть по многим видео в интернете, что не соблюдают они этот режим. Просто вопрос, откуда берется этот вирус и почему так много в день по 500, за сутки по 500, по 600 человек заражаются, и что с этим делать? Мы, например, моя семья, мы с самого первого дня, с 5 марта сидим дома. Раз в неделю мой муж едет в магазин, одевает полное обмундирование, маски, перчатки, вещи, в которых он ходит в магазин, мы тут же стирать отправляем, перчатки выкидываем, все продукты, все упаковки я протираю дезинфицирующим средством. Вот, но вопрос, откуда берется этот вирус и почему так много. Потом, что хочу сказать, что делает наша коммуна и вообще наш регион, как она борется с тем, чтобы люди сидели дома. У нас в день до 2 часов дня летает трижды вертолет и смотрит, не гуляет ли кто
Один был случай, не то что он забавный, совсем недавно мужчина около своего дома решил там спуститься чуть вниз и порыбачить, и в этот момент пролетал вертолет, они это заметили, вызвали карабинеров, они тут же подъехали к нему, выписали ему огромный штраф, около там 400 евро, и посадили его на карантин и сказали, если он еще раз выйдет беспричинно, то его уже могут оштрафовать на более серьезную сумму. Моя подруга, которая живет по соседству, она диджей, профессиональный, шикарный диджей, у нее такие крутые миксы, и вот, представляете, ей тоже приходится сидеть дома, а сейчас такой период, когда в Италии уже тепло, и уже диджеи начинают потихонечку расчехляться, как говорится, ей приходится сидеть дома, и вот буквально вчера вечером, около там 6, к ней пожаловали карабинеры, потому что они услышали, что она громко включила музыку, она у себя на балконе сделала маленькую такую или даже большую студию и просто делала миксы, чтобы как-то себя развлечь, и приехал карабинеры, потому что они услышали, может быть, кто-то пожаловался, но они на самом деле почему приехали? Потому что итальянцы проводят тусовки в домах, приглашают через интернет, через WhatsApp своих друзей на вечеринки, и те приезжают и устраивают там тусовку, и поэтому карабинеры приезжают проверять. Если они слышат громкую музыку, они думают, что там просто собралась куча народу, и люди развлекаются. Так отмечают дни рождения, свадьбы, в общем, любой праздник до сих пор в Италии непослушные люди, не соблюдая карантин, проводят. И вот приехали карабинеры к моей подруге и попросили у нее документы, спросили, одна ли она дома, нету ли у нее там вечеринки. Она сказала, нет, я одна, просто я диджей. Они ей посочувствовали, сказали, очень жаль, диджей, просто, и попросили просто сделать потише. Вот. Но она рассказала, что на момент, когда она включала музыку, к ее дому пробегали 5 спортсменов, 2 парочки пожилые прогуливались около нее, до этого она их не видела. То есть люди вышли на улицу и посмотрели, что происходит. Видно, поэтому карантин не срабатывает, потому что вот мои буквально соседи через дом, к ним каждый день приезжают друзья, и они сидят на крылечке, попивают винцо, разговаривают. Никто, естественно, не в маске, не в перчатках. И дальше едут уже потом к себе домой. Также, почему мы обеспокоены, что нам продлят карантин? Потому что в соседней провинции, город Пине, мы относимся к этому городу, к медицинскому учреждению, то есть больницы, все поликлиники, мы ездим туда. Это 5 минут на машине, но Пине город совсем недавно, буквально 3 дня назад, объявили красной зоной. В город вообще нельзя въехать, стоят бетонные блоки с 2 сторон, с 2 въездов в город, и туда невозможно попасть, потому что в больнице Пине заразились огромное количество врачей, и эти врачи заразили пациентов не только с коронавирусом, но и пациентов с онкологическими заболеваниями. Расскажу немножко, как устроена больница в Италии и почему же все-таки произошло такое большое количество смертей именно от коронавируса, но мое предположение, все-таки он спровоцировал хронические болезни. Все потому, что если Китай изначально построили 2 больницы и сразу туда отправляли всех подозрительных с этим вирусом, то в Италии стали в первые случаи сразу привозить в больницу. А больницы в Италии устроены так, лично мы лежали в больнице с моим сыном, когда он упал с лестницы, нас привезли в больницу и определили в палату, где в палате лежали и новорожденный, и 18-летняя девочка. В нашем же боксе, помимо детей новорожденных, были еще и взрослые, и старики. В общем, лежат все подряд, от малого до великого. И
Представляете, привозят пациента с коронавирусом, медсестра или врач осматривает его, подхватывает эту болезнь и тут же идет, не зная, что она уже может быть разносчиком этой болезни, этого вируса, идет в палату к онкобольному, например, и ставит ему там укол, катетер и так далее. И, скорее всего, из-за этого произошел такой всплеск огромный на севере заболевших. Также и у нас в Пине то же самое, начали привозить подозрительных с этим вирусом в приемное отделение, где помимо таких же больных есть еще и просто там кто-то с ушибом, кто-то с головной болью, у кого-то живот заболел и так далее. Это мое предположение, почему столько много смертей у нас произошло в Италии. Поэтому я не знаю, что вам посоветовать. 25 дней на карантине, это, конечно, сложно. Нам легче, потому что у нас имеется 3 этажа, и можно хоть туда-сюда ходить, хоть как-то разминаться. А если вы находитесь в ванной комнате, это очень-очень сложно. Поэтому запаситесь электронными книжками, может быть, у вас дома есть библиотека, читайте больше, не смотрите новости, потому что они действительно очень сильно преподносят информацию, увеличивают эту информацию, нагнетают. И просто если в вашем городе, в вашей стране объявили карантин, лучше, конечно, посидеть, не ходить. Я знаю, у меня друзья живут и в России, и на Украине, и в Беларуси, Казахстане, и родственники. В общем, большое количество друзей и знакомых, которые мне каждый день пишут и спрашивают: Лена, как быть, у нас ввели карантин, но у нас никто не соблюдает. Например, в России недавно совсем ввели недельный карантин, но люди подумали, что это недельный отпуск, и пошли на шашлыки. Что там говорить, мои знакомые постят ВКонтакте фотографии, как они жарят шашлыки. Я немного, конечно, обеспокоена, потому что все-таки самый большой будет акцент это на медицину, и если медицина не справится, будет, конечно, огромная трагедия. Вот такие вот у нас новости из Италии. Я надеюсь, что этот карантин закончится, потому что люди устали сидеть. Люди не соблюдают карантин, люди гуляют, люди ходят по соседям, устраивают вечеринки, развлекаются, потому что невозможно находиться дома все это время. У нас еще неделю дождь шел, и мы вообще не открывали даже окна, потому что было холодно, безумно. И я желаю вам справиться с этим карантином и потерпеть, и берегите себя и своих близких, и если у вас уже ввели карантин, используйте его в благих целях, развивайтесь, читайте, может быть, зайдите на мой YouTube-канал и посмотрите какие-нибудь мастер-классы по написанию какой-нибудь прекрасной картины, или еще к кому-нибудь зайдите, посмотрите, займитесь творчеством, не обязательно красками рисовать, можно порисовать просто карандашом. В общем, посвятите время себе. Мы так часто просим о том, чтобы, Господи, где мне найти время, чтобы можно было... Так, тут у нас мушкель, где найти время, чтобы посвятить себе, расслабиться, выспаться, отдохнуться. Вот используйте это время для своего здоровья. Не болейте. Все это проходили, и еще раз пройдем. Главное – позитив. Меньше слушайте новости и больше посвящайте время себе и своим близким. Пока-пока.